Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Испирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся буквально в вашу жизнь, что идет на ваш порог, давайте с вами в этом видео узнаем. И этот период, как от нескольких дней до конца, возможно, июня, для кого-то это прямо сейчас, может быть, сегодня, происходят такие события, а для кого-то могут растягиваться на недели, несколько недель. Поэтому это последние дни июня и первые недели, не без этого, июля месяца. И планетарно у нас астрологически ретро-Плутон нас призывает куда-то не торопиться. Хирон заходит в знак зодиака Телец, где пробудет до середины сентября и будет нам как демонстрировать то, что произойдет с нами уже начиная с 2027, когда окончательно Хирон переместится в знак Тельца, и это будет длиться 7 лет. Но и Юпитер входит в знак зодиака Льва, и, по сути дела, во Льве у нас окажется и Юпитер, и даже Венера. Уже она перешла, будем говорить, в знак зодиака Лев, и от наших эмоций, наших предпочтений нам создается конфигурация, что мы должны сделать. Вот давайте узнаем. Это время поиска новых смыслов. И основные два вопроса: куда мы идем и кто с нами рядом. Что же в ближайшие дни у вас случится или произойдет? Вопросы дома. Кто-то может сам, как отдых, да, у кого-то отпуск, или вы находитесь дома, или дома вы можете что-то улучшать, какие-то планы строить, это как и буквально стены, но это также ваши близкие, ваши домочадцы, ваши любимые. Что еще скоро случится? Те события, которые именно о событиях скоро произойдут. Но если дом выпадает, очень часто это, знаете, уже где-то тот период, карты нам говорят, который, не про спешку ни разу. Значит, есть некоторые темы, когда себя подгонять явно не стоит. И астрологически тут тоже есть в этом смысл, потому что то, что у нас может, накапливаться, более того, концентрироваться какой-то вопрос на протяжении мая и начала июня, это не есть что-то новое. Вот здесь будет постепенно, может быть, до середины, где-то осени, приходить к общему знаменателю. Здесь есть у вас как прочная связь. Узел – это именно прочная связь с конкретным человеком. Давайте посмотрим дальше. Не только прочная связь, а еще и прочный союз. Совпадает кольцо. Что еще нам расскажут и покажут? Не так много совпадений, причем все в таких достаточно спокойных тонах. Единственный момент, смотрите, мы можем в нашем пасьянсе складывать, я сложила очаг, то, в принципе, вы уже поняли, кто смотрит впервые мои видео, вот мы в пасьянсе складывать можем по горизонтали, по вертикали значения в крайних рядах. Маска, мои дорогие. И маска всегда заставляет задуматься или нас самих держать маску за пазухой, потому что все неоднозначно. Даже из добрых побуждений, или под видом добрых, каких-то советов, мы можем таковые получать, а решать мы должны сами. Здесь могут быть те персоны, маска – это тот, кто своего истинного лица не показывает, не говорит что-то искренне, откровенно, а взаимодействуя с вами, имеет свой какой-то план. Поэтому, правда, будьте и вы и мудрее, и хитрее, потому как не все, видимо, однозначно. Какое-то решение вы должны именно сами принять, без воздействия третьих лиц. Что для вас есть хорошо, что для вас есть правильно или что просит ваша душа. Это будет все очень важно, потому что именно этот символ, как очаг, это то место нашей безопасности, место нашего покоя. Вот вам тут придется что-то, знаете, очень такое тонкое, которое означает вибрации вашей души, решить для себя и как-то совместить с реальностью. Нет много значений, многих точнее, на картах пасьянса. Поэтому продолжим с вами на картах Таро. Так вот, что же скрывает ваше будущее? Какие тайны? Вообще сам по себе период, и вы где-то, на мой взгляд, судя по картам пасьянса, очень будете его чувствовать, что нет смысла, правда, куда-то спешить, с чем-то торопиться.
Может быть, даже когда у вас стоит решение серьезного вопроса на кону, тогда вы тоже будете видеть. Тут спешка, да, вот как в той поговорке, нужна при ловле блох, да. Но я надеюсь, опять же, вы понимаете мой сленг. Вот, скорее всего, эти энергии вы чувствуете очень хорошо. И все же, что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Первая карта. Что вас будет радовать, что за вас, что вам помогает, может быть, буквально так. И к чему все идет, что будет продолжено, возможно, до конца июля. По основным сферам жизни, любовь, сфера личная жизнь, все то, что вам нравится. Может быть, и вот как дом, а может быть, и какая-то история для тех, кто даже один или одна, как новое знакомство. Что ждет в финансах? Ну, и ваши достижения. Это дела, контакты, контракты, может быть, юридические документы. Первая карта. Что скрывает будущее? У вас, конечно, в свое взаимодействие с арканом Луна, поскольку это светило, тем не менее, ваша планета-управитель. Конечно, карта Луна будет говорить, что не все ясно. Может быть, поэтому вы сами принимаете такую стратегию, что дай-ка я пронаблюдаю. Я не буду торопиться, я не буду кому-то вердикт выносить. Я не буду с кем-то ни соглашаться, ни говорить нет. Вот как есть детская игра. Раньше была, по крайней мере, да и нет, не говорите. Вот и вам как будто нужно будет какой-то нейтралитет составлять для себя или создавать вокруг себя. Или когда вы сами чувствуете, ведь это карта интуиции. Поэтому интуиция будет у вас работать на все 100%, давая вот именно вам правильные подсказки, как действовать в сложных вопросах. С чем это связано? Слушайте интуицию. Колесо фортуны. Это карта победы, карта удачи. Это карта неожиданных новостей. Это карта неожиданных действий со стороны людей. Но все же это фортуна. Значит, тут может как некоторые дороги сойтись в одной точке, причем это как информация, конкретный человек, обстоятельства, в которых вы находитесь, и ваши возможности. Когда даже вот стечение обстоятельств складывается или призывает вас действовать немедленно, что-то не упустить. Ведь когда фортуна выпадает, это даже если мы были в каком-то лайт таком режиме, да, или мы отдыхали. К примеру, мы были в отпуске, мои дорогие, вы тоже можете тут с таким столкнуться, что, нет, придется прервать отпуск. Или отпуск не прервать, а посвятить его каким-то новым задачам, новым решениям. Причем эти задачи могут выглядеть поначалу так, как, знаете, сквозь пелену, все-таки аркан Луна. А ведь и правда, смотрите, слушайте интуицию. Здесь что-то сложно будет просчитать. Здесь сложно будет что-то, вот именно математически, если мы говорим, или переложить на какую-то вот реальность, на реальный опыт ваш, потому что всегда жрица – это карта молчания. Храните где-то молчание о себе, много не рассказывайте. И правда, не время выносить вердикты, ведь когда выпадает аркан Луна, мы как будто бы должны пройти узкой дорожкой лунного света. Да, где-то карта, вот особенно в этой колоде, говорит, у страха глаза велики. Вам, мои дорогие, возможно, придется на что-то решиться. А вы этого не предполагали. Вы можете получить какую-то информацию, или у вас у самих могут раскрыться глаза на что-то из происходящего вокруг вас, или на действия конкретного человека. Я не исключаю, что тут может быть такой вариант, что вы кому-то не верите. Вот, кстати, это маска. Возможно, это будет связана какая-то история именно с тем человеком, который уже что-то там не то сделал в прежний период, или, может быть, вас обманул. А вам, тем не менее, возвращает судьба какую-то либо похожую историю, либо новый как виток ваших взаимоотношений, у кого-то так может происходить. И, может быть, вы уже дали себе обет, что все, в этом будет поставлена точка. А здесь вот, значит, так внешние еще события сложатся. Не можете вы поставить точку. Вам придется принимать какое-то мудрое решение. И причем один на один. Тут советчики могут только помешать. Более того, у кого-то обстоятельства внешние, мои дорогие. Опять же, слушайте интуицию. Ведь когда аркан Луна выпадает, я всегда говорю, избегайте толпы.
И даже любая конфронтация, к примеру, в коллективе, бывает же такое, да, какие-то коалиции. Одни за, другие против, вам ни вправо, ни влево, вам вот между. Вам действительно лавировать – это самый правильный метод. И никому ничего не говорить. Может быть, какой-то запасной аэродром вам, мои дорогие, придется для себя создать, и будьте тоже к этому готовы. И о том, что вы решите, не должен знать никто. Опять же, вот именно, как маг-волшебник, можно сказать, у нас изображен персонаж на карте двойка пентаклей. Он жонглирует именно пентаклями. Для кого-то из вас это необходимость именно по финансам. Какую-то конфигурацию пройти, денежную, и буквально сохранить деньги. Более того, баланс, может быть, финансовый вам придется сохранять. Я такое тоже не исключаю. Балансируем. Как будто по этой карте важна идея, а не сами деньги. Деньги мы именно удерживаем, потому что в последующем мы скажем себе за это спасибо. Ни разу не на эмоциях. На качелях, да? Попробуй устоять на этих качелях, а еще и попробуй поймать эти пентакли. Вот какой-то волшебный трюк вы будете, может быть, в плане финансовом для себя рассматривать. И в этом вам в помощь интуиция. Точно, мои дорогие. По аркану умеренности не случайные случайности. Кто смотрит мои видео давно, обычно, пусть не в этой колоде, но все же я рассматриваю больше с позиции символизма, символики. Все карты Таро. И тому есть подтверждение. Вот кто смотрит давно, явно слышали. Но есть и те, которые смотрят впервые мое видео. И здесь исторический факт, который связан с тем периодом, для чего была нужна умеренность. Я вам расскажу, и вы переложите на свою жизнь. Не случайная случайность, мы говорили, а у вас еще и колесо фортуны. То есть эта фортуна как-то работает в отношении вас каким-то волшебным, с одной стороны, образом, а с другой стороны, это непредсказуемый. И если мы говорим об истории много веков тому назад, король династии мировингов Хлодвиг Франков, это был король, воюет с готами, и получилось так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. И понятно, и погибель была бы неминуема, но это был настоящий король, умел себя взять в руки. Вот откуда аркан умеренности, холодная голова, трезвый расчет. И где-то вот эта интуиция, которая подсказывает, может быть, даже через символы, которые находятся вокруг нас, как тебе нужно действовать. Так вот и Хлодвиг, прогуливаясь по берегу, обратил внимание, что маленькие желтые цветы, болотный ирис, растут вдоль берега и уходят вглубь реки. Хлодвиг знал, что эти цветы растут только на мелководье. И у него закралась, вот именно наблюдение ему помогло, закралась мысль, а не переправиться ли мне с войском вброд. Сумасшедшая идея, правда, кто-то бы сказал так, а других вариантов не было. Элемент какой-то риска с одной стороны, с другой стороны, но очень рассчитанно продуманный. Не упустить эту возможность. И пока годы спали, он ушел. Проснулись, уже никого нет. И вот этот факт, он входит в историю, где-то отображается в картах Таро. И мы на сегодняшний день знаем вот этот болотный ирис, как геральдическая лилия, которая важный символ, употребляемый во многих религиях мира. Поэтому вот будьте внимательны. То есть мы держим баланс, да, наша, это колода ведьмочек, надеюсь, это видно. Хитро прищурилась наша ведьмочка, потому что тут то, что вы задумали, не должен знать никто. Держите баланс, наблюдайте, анализируйте, слушайте свою интуицию и не упустите фортуну. Нечего добавить. Ладно, а что же вам будет помогать, что вас будет радовать? Правда, какой-то праздник? Праздник, может быть, как важная встреча или какое-то доброе известие. Здесь могут быть и люди, третьи факторы, которые вам как на руку помогают. И посмотрите, здесь, правда, ситуации не было бы счастья, да несчастье помогло. Я не исключаю, пусть не для всех, понятно, мы все разные. Перекладывайте на себя, но явно тут есть какой-то момент именно такого прорыва. Потому что вы, вот посмотрите, ведь карта колесница – это всегда карта перемен. Это карта вот именно прогресса, прорыва. Как вот эта ведьмочка на мотоцикле поднялась на плато. Да, она прошла какой-то сложный путь. А вот теперь как будто нам нужно выбрать направо или налево. Вот вы будете перед выбором судьбоносным стоять. Именно выбор вам помогает. Вы знаете, я должна сказать, ведь некоторые карты старшие арканы обозначают определенные знаки зодиака. Возможно, кто-то из вас удивится, но именно аркан колесница принадлежит знаку зодиака Рак.
Очень много совпадений символических в вашем раскладе, поэтому будьте внимательны как и к подсказкам собственной души, собственной мудрости, так и к наблюдению, мои дорогие. Что происходит вокруг вас? Вы перед выбором. И, возможно, для кого-то это выбор по части личной жизни. Но вам это буквально помогает. К чему все идет? У вас поменяются планы. Причем это не так, не галопом. Всегда двойка жезлов – это мы строим планы, но мы отталкиваемся от некого якоря. Мы уже что-то как будто укрепили. У нас есть тот базис сам по себе, от которого мы можем оттолкнуться. Что это будет продолжаться? Вот смотрите, сомнения все-таки вы от них не уйдете. Карта искаженного восприятия. Видимо, какой-то выбор вам будет даваться сложно. Более того, будьте готовы к тому, что вот вы примете, да, какое-то решение. А потом придется вот этот путь, как по Луне, да, узкая дорожка лунного света. Или все то, что я говорила по аркану умеренности. Вот вы в подобных энергиях не на короткий период жизни, а, возможно, до середины осени можете оказаться. Что это значит для вас? Ваша карта. Новые возможности. Правда, у кого-то решение по вопросам именно личных взаимоотношений. Вопросы любви, вопросы пары, вопросы вашей семьи. Но это тоже где-то карта интуиция. Единственный момент. Нельзя соскользнуть. Соскользнуть, даже если мы берем договоренности. Когда, мои дорогие любимые, вы делаете, вы очень добрые люди, я это знаю. Вы делаете что-то для кого-то хорошо, но во вред самим себе. Ведь по этой карте единственная карта в колоде, когда проходит альтруизм. То есть это та высшая октава любви к близким, к детям, ну пусть это к другому даже человеку. Но когда мы не улавливаем вот этот тонкий момент перехода и соглашаемся на какое-то самопожертвование. Вот кому-то хорошо, а нам так себе. А глядя на того, кто счастлив, нам кажется, душа поет и радуется. Вы умеете радоваться за других. В этом ваша особенность, в этом ваше благородное отличие, мои дорогие. Но, видимо, наступает тот период, когда для себя вот такой минус никак нельзя создать. Поэтому все то, что я сказала, это правда. У вас много старших арканов, это никогда не на день. Это всегда какие-то недели или более того. Ваша судьба имеет все свой срок, как бы, да? Любое действие. С чем это связано? Семья, деньги, благополучие, место пребывания, ваше место безопасности. Все сразу. Сразу несколько сфер жизни. У кого-то может быть работа на дому или новые варианты заработков. Вот, можно все совместить. Наверное, тот период, когда действительно он принадлежит от начала до конца вам. Как и аркан Колесница, так и аркан Луна. Это ваше светило, а это ваша карта. Ладно, вопросы личной жизни, любви. Вот смотрите, у кого-то, даже для тех, кто один или одна, вы можете в таких спорных энергиях быть, когда прежние отношения, они, потерпели либо фиаско, либо когда вы поняли, нет, это не мой человек. Это вообще с какой-то другой планеты. Не хочу я таких персонажей в своей жизни. Сейчас мы достанем дополнительные карты. Но ведь всегда пятерка жезлов будет говорить, тебе придется фильтровать окружение. И если ты там где-то нашел грабли, скажем так, да, в виде взаимоотношений в прошлом, а может быть и сейчас, вот здесь нужно открыть глаза и понимать, кто не просто, мои дорогие, готов на то, чтобы быть, какой-то период рядом с вами, а кто готов вас сопровождать более долгое время, на кого вы можете рассчитывать, с чем это связано. Правда, у кого-то тут был и обман, у кого-то тут были потери, потому что вы, вот не случайно все то, что я говорила, когда достала карту Королева Кубков, но не должно быть тут какого-то самоотречения. Нельзя путать, когда, допустим, людей связывают именно общая заинтересованность, но искренности там нет. Вот такие очень сложные вопросы вам, скорее всего, по крайней мере, они могут возникнуть в вашей душе. И, может быть, как раз этому и самое время, потому что тут нельзя замечтаться ни разу, нельзя
допустим, пойти у кого-то на поводу. Карта вора. Тут именно от начала до конца какие-то интересы. Но я должна сказать, что здесь может быть и такая конфигурация, когда вам судьба возвращает назад какую-то возможность. Но в новом эквиваленте, когда от вас потребуется выбор совершенно другого направления. Возможно, по этой карте все-таки пажи у нас вестники, мои дорогие, поэтому я не исключаю. Вы получаете какую-то новость, и для кого-то из вас это есть возможность что-то переиграть. Немножко вернуться, может быть, на пару шагов назад, но для того, чтобы забрать свое. А возможно, для кого-то из вас по личной жизни, вас как будто находит определенный человек, и может быть это банально. Кто-то вам посылает смс, как будто да, привет, вот такое ни о чем. Планетарно такое я допускаю. А вы будете думать, вот с какого перепугу, извините, этот персонаж заново пытается появиться в моей жизни. Вот тут точно, смотрите, тут какое-то разочарование. Ну, а для чего вам это все? Вы знаете, тут как будто нужно окончательно что-то завершить. И у нас такой период, мы смотрим личную жизнь. Вам нужно в чем-то поставить точку. И проходит очень какая-то важная трансформация в вашей жизни. Основные выводы вы какие-то должны делать. И ведь всегда по аркану башня это тоже есть элемент скорости. Как будто мы не должны опоздать, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И вы знаете, хоть это и на личную жизнь, может быть, это касается, правда, вопросов взаимоотношений, когда нужно забрать свое. Тогда вот для кого это актуально – будьте внимательны, потому что дает возможность вам судьба что-то как переиграть, переиначить. Возможно, вы получаете какой-то документ, в чем раньше был отказ, теперь появляется новая возможность. Но методы тут должны быть совершенно иные. Ну, ясно, что это не для всех, давайте еще узнаем. Может быть, это одна какая-то история. Но тут все равно у вас есть какой-то выбор, мои дорогие. Причем тут выбор, который, опять же, нужно делать интуитивно. Вот смотрите, колода ведьмочек, и наша ведьмочка как дротики бросает, да? Двойка мечей. Она попадает четко в цель. А глаза у нее завязаны. Интуиция от начала до конца. Более того, шестерка мечей. Для кого-то из вас может быть как путь, дорога, встреча какая-то очень важная с человеком. По этой карте все же, хоть и личная жизнь, иногда все же бывает, это именно то, что касается вашей личности, ваших планов на будущее. Здесь будет что-то трансформироваться. Поэтому у кого-то из вас, если это запланированная поездка, запланированная, может быть, встреча, то тогда вы уже находясь кто-то в новой местности, в новом пространстве или участвуя в каких-то разговорах, переговорах, вы тут для себя откроете нечто новое или узнаете новость, тайну, я такое тоже не исключаю, и вы будете поставлены перед выбором. Для людей семейных здесь может быть тоже связано с приездом человека к вам или вашей отправкой как-то так спонтанно. Может быть, в этом есть необходимость. Возможно, для кого-то из вас это вопросы, которые будут связаны с отношениями, которые на расстоянии, эфир, пространство, интернет. Или для кого-то, невзирая на то, что, опять же, на личную жизнь, это вопросы ваших собственных достижений и работы на дому посредством интернет. Вот здесь, знаете, кто-то, а есть такие, которые много работают из вас, и, может быть, эта работа действительно связана, вот как работа из любой точки мира. Вот я такое могу предположить. Или то, что вы хотели бы для себя создать какой-то проект. Вас могут переключить события июня и июля именно на ту тему, которая может как одновременно перекликаться с вашей личной жизнью или местом вашего проживания и одновременно вопросами работы. Так а что это такое? Может быть, вы знаете, мои дорогие, буду благодарна вашим комментариям. Тут как будто вы все время сомневаетесь. Тут вот сложное какое-то решение. Что-то вам не нравится, это точно. Потому что напоминает о какой-то, как прежний промах или какой-то минус в вашей жизни. А тем не менее. Да, тут колесо фортуны. Много сложных эмоций, но оно как будто того стоит. Возможность денежного заработка, денежного эквивалента. Возможность отдохнуть, кстати. Поэтому не нагружайте себя разного рода мыслями. Вы можете переключаться, да, вот вы как раз умеете
между вопросами материализма или между тем, что, ну вот в реальной жизни оно присутствует, но, видимо, эмоции могут накрывать, будьте к этому готовы. Здесь, знаете, как может быть? Вам кто-то подарок может даже подарить или сделать что-то очень доброе в отношении вас. Это может быть, я не исключаю, для кого-то именно тот человек, от которого вы вообще ничего не ждете. А может быть, это какая-то другая персона. А вы будете сразу устраивать философию вот эту глубокую. Так, что ему надо от меня или ей? Что это означает? Вы как знаете, колючий ежик. Но вот почему-то у вас, по крайней мере, до конца июня, начала июля могут быть такие энергии. А может быть, это вы становитесь таким прагматиком, потому что на кону сейчас у вас стоит что-то очень важное. И вы знаете, я не могу сказать, что это плохо. Какой-то прагматизм, видимо, вам совершенно необходим, потому что лучше что-то просчитать, нежели позволить себе замечтаться. Я напоминаю эту карту. И не согласиться, когда всем хорошо вокруг, а вы как будто в проигрыше. Вот от этого нужно уходить. И, видимо, на кону и будет стоять какой-то очень важный выбор. Ладно, финансы, давайте узнаем. А тут какие-то неожиданности. По рыцарю жезлов это со стороны людей. Причем с таким характером непредсказуемым люди могут быть. Но точно так же это могут быть как получение новостей в средствах массовой информации. Или в обстановке вокруг вас. Тут какие-то неожиданные моменты будут оказывать влияние именно на решение финансовых вопросов. Но нам говорят уже о том, что как бы деньги есть, деньги будут. Но их больше сохранять нужно. Или вопросы, как это приумножить, вот скорее так. Или инвестиции, может быть, у кого-то даже так, да. И тоже придется с арканом умеренности что-то вот вам просчитывать, причем не приблизительно, а более конкретно. Вам судьба дает какой-то шанс по заработкам, может быть и так. У кого-то из вас найти работу, кто ее ищет, причем совсем не в той сфере, с учетом рыцаря жезлов, где вы раньше, может быть, искали. Правда, посмотрите. Будьте, наверное, вот как воплощение по рыцарю пентаклей. Мы можем сказать, что это очень продуманный человек, но вам сейчас энергии такие совершенно необходимы. И тут нет спешки. Здесь аналитика постоянно какая-то идет. Причем с помощью интуиции, когда мы, вот как тот Хлодвиг, подвечаем, может быть, даже цветочки вокруг нас, словно ищем вот эти символы. Иногда символы приходят, облака мои дорогие, ветви деревьев. Вот, ну, кто как умеет считывать это, да, для меня, например, да, но я не показатель, конечно, но кто увлекается, например, рунами, а это вообще очень такой тонкий инструмент, с которым нужно быть очень осторожным. Но иногда вот именно ветви, которые нам напоминают эти руны, и могут стать подсказкой. Ну, или какой-то ваш символ. Но быть вот этим продуманным человеком и, может быть, расчетливым, мы смотрим с вами на деньги, совершенно необходимо. Потому что два рыцаря, значит, будет какое-то движение или движ какой-то резко может, с учетом колеса фортуны, у вас возникнуть в конце июня или середина даже, ну, 2 недели июля, когда вам придется что-то переиграть или принять во внимание, что обстановка как-то меняется. Может быть, это будет связано с получением новости или какого-то документа. Будьте внимательны, тут больше на прогресс идет именно финансовый. Хотя те деньги, которые у вас есть и будут, нам сказали в этот период, не о тратах. Но я даже не могу сказать по всей энергетике, которая вам выпадает, что у вас будет желание, как эти деньги потратить. Вот ей-богу. Потому что вот по двойке пентаклей мы сами как будто не хотим что-то приобретать, покупать, расширять, будем говорить. Мы наоборот удерживаем. Потому что может быть и чуйка ваша. Вот-вот что-то изменится. Поэтому я как играю, удерживаю. Ну и девятка жезлов. Она говорит, что ваш выход на авансцену. Но это тот выход, который не сразу под аплодисменты, а такой, знаете, очень осторожный. Когда мы каждый шаг, искусство мелких шагов, кстати, по Луне это точно так же. Когда мы вступаем осторожно, но уверенно. Когда мы понимаем,
как будто замечаем все, что происходит вокруг нас. Вы накопили силу. Вот уже нам говорит об этом карта. Вы уже прожили какой-то период очень сложный. Он у вас практически закончен. И вот, тем не менее, вы привыкли к прежним энергиям. Вам сейчас нужно сделать вот этот первый шаг, когда и себе не навредить, но и принять все то, что в реальной жизни находится вокруг. Что это такое? Что это за вопросы? Тут, правда, будет как минимум очень много новостей, причем некоторые известия вас могут подвигнуть на определенные действия, когда действовать придется очень действительно быстро. У вас может быть та информация, которая для вас неожиданна, или которая для вас, но она вам может поначалу не нравиться. Вы сами можете с собой спорить в душе, вот это точно. Тут есть то, с чем как бы не хочется соглашаться, или веры нет, а тем не менее это будет для вас означать будущее. Поэтому никаких эмоций это для начала точно не должно быть. Вот интересный период. А хочется спросить, что вас ждет дальше? Вот правда, мне уже любопытно. Буду благодарна вашим комментариям. А тут какие-то согласования, мои дорогие. Старший аркан – император. Здесь может быть поведение человека как какое-то предложение. Возможно, это ведь у нас организации, руководители проходят. Или важный человек в вашей жизни, может быть, да. У кого-то это отец, ну или у кого-то и муж, или у кого-то это вы сами, мои дорогие. Организации мы говорим. Тут как и бумаги, документы, юридические вопросы, но точно так же организация буквально вашей жизни. Ого, как на кону, все важно. Вот представляете, что вас ждет дальше? Вы медленно подходите к каким-то энергиям вашим собственным, когда вы сможете сделать все. Маг – волшебник. Магами не рождаются, ими становятся. И становятся именно те, которые прошли сложную школу судьбы. Потому что уже правильное видение, умение, может быть, считывать вот эти символы, умение воспользоваться тем, что есть в наших руках. Да? Я часто говорю, жизнь не бывает полностью предсказуема. И порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая в ваших руках. Вот вам предстоит еще какой-то длительный период. Это точно. С заходом на 2027 вам предстоит раскрыть свои таланты, свои умения, изменить полностью свою жизнь. Возможности у вас будут. Все зависит от того, насколько вы будете готовы принять вот это новое, как новую реальность, или даже свои собственные новые ощущения. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, и особенная благодарность за ваши такие добрые, чувственные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, берегите себя, мои дорогие, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.